Я бы хотел быть папой римским. Это был бы мой первый выбор. Подводим итоги первых 100 дней Трампа на втором сроке. Закончить войны и ввести тарифы. Наверное, окончание войны будет в каком-то смысле приближено со сценарием, который как бы не совсем хороший или, прямо скажем, негативный для Украины. Мне бы хотелось увидеть, как война закончится, и я думаю, в какой-то момент в будущем она действительно закончится. А что с войной на Востоке? Получилось ли Трампу помирить всех там? Он в политическом смысле профан практически во всем. Он, мне кажется, слабо понимает происходящее в Украине, происходящее на Ближнем Востоке. Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN вы найдете нас по ссылке в описании. 1 человек погиб и 500 ранены. Это результат ночного обстрела Харькова и Днепра. 3 человека ранены в Курской области. Туда, по словам местного губернатора, прилетел украинский беспилотник. Подобные кадры и заголовки новостей начинают почти каждое утро. Последние 3 года и последние 100 дней. 100 дней, как Дональд Трамп снова в должности и ведет переговоры о мире. Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет повержена очень скоро. Об Украине идет речь. Давайте посмотрим правде в глаза, говорит Трамп в интервью The Atlantic. Мы подходим к финальной стадии, говорит президент в этом же интервью. Но у Кремля другие планы. Мы понимаем стремление Вашингтона, но украинский кризис слишком сложен, чтобы урегулировать его сиюминутно. Кроме мира для Украины, у Вашингтона есть и другие стремления. Это были самые успешные 100 дней президента в истории США, говорит Трамп своим сторонникам в Мичигане. Так ли это? Ответим сегодня в программе, но нас, конечно, больше интересуют обещания про войны. Однако о других мы тоже расскажем, а сейчас война в Украине. Я бы хотел быть папой римским. Это был бы мой первый выбор. Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал стать миротворцем, который закончит буквально все военные конфликты на планете. Эксперты в один голос говорят, что ему явно не дает покоя Нобелевская премия мира Барака Обамы. Тот получил награду в первый год своего президентства. Я предотвращу и очень легко предотвращу Третью мировую войну. Очень легко. С победы на выборах Трампу не устают припоминать его же обещание закончить войну в Украине за 24 часа. Еще до того момента, как я займу овальный кабинет, я закончу катастрофическую войну между Россией и Украиной. Она будет закончена быстро. Я решу проблему и решу ее в быстром порядке. Это займет у меня не больше 1 дня. Я точно знаю, что сказать каждому из них. Я прекрасно с ними ладил. Однако с момента инаугурации Трампа прошли 100 дней, а война в Украине продолжается. Это не война Трампа. Я пришел, чтобы попытаться решить проблему. А проблема состоит в том, что погибают так много людей. На этой неделе и сам Трамп, и госсекретарь Марко Рубио говорили, что стоит подождать еще неделю-две, после чего Белый дом будет решать, стоит ли участвовать в мирном процессе или пришло время сосредоточиться на других вопросах. Хотя тот же Рубио уже признавался, что глупо устанавливать какую-то определенную дату, когда Москва и Киев могут заключить перемирие. Вы доверяете президенту Путину? Я дам вам знать примерно через 2 недели. Самым запоминающимся эпизодом переговорных усилий администрации Трампа стал визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского в конце февраля. Ее итогом стала публичная перепалка Зеленского с Трампом и Венсом. Пока все, чего удалось добиться администрации Трампа в плане урегулирования войны в Украине, это пасхальное перемирие, благодаря которому на 30 часов действительно снизилась интенсивность боевых действий, а также перемирие ко Дню Победы, которое анонсировал российский президент Владимир Путин на срок с 8 по 10 мая. Мы здесь сегодня вечером, в самом центре нашей страны, чтобы отпраздновать самые успешные первые 100 дней любой администрации в истории нашей страны. И это по мнению многих-многих людей.
Несмотря на миротворческий запал Трампа и его желание как можно быстрее завершить все военные конфликты в мире, сам он в свои первые 100 дней второго президентского срока начал собственную войну, правда, торговую. Наконец-то в Белом доме появился защитник прав трудящихся, и вместо того, чтобы ставить на первое место Китай, я ставлю на первое место Мичиган и Америку. Вводя тарифы, Трамп утверждал, что они выровняют правила игры и защитят американских производителей. Да, таможенные платежи достигли исторического максимума, а пошлины для Китая, главного противника в торговой войне США, составляют уже 145%. Размер китайских ответных пошлин достиг 125%. Пекин заявлял, что не хочет, но и не боится воевать в торговой войне. Хотя, как сообщает агентство Рейтер, Китай подготовил список произведенных в США товаров, которые будут освобождены от этих пошлин, и тихо уведомляет об этом компании. Общий рейтинг Трампа за первые 100 дней упал до 42%, пишет агентство Рейтер. Оно проводило соцопрос вместе с независимой компанией Ipsos. Это очень авторитетный в Америке источник. Цифры других исследований, YouGov, например, показывают 43,5%. Сторонникам Трамп говорит, что не надо доверять опросам, но мы посмотрим еще на одну таблицу. Это соцопрос телеканала CNN. Он показывает, по каким направлениям Трамп потерял поддержку. Иммиграция, экономика, назначение министров и внутренняя политика. Всего понемногу. Почему так? Давайте вспомним обещания. Идем по списку. Начнем с тех, которые можно считать выполненными. Убрать трансгендеров из женского спорта. Выполнено. Дональд Трамп их запретил. Освободить участников протеста 6 января. Освободил. Ввести тарифы. Ввел, но позже заморозил. Победить инфляцию и снизить цены. Это тоже под вопросом, особенно после тарифов. Массовые депортации. Устроил, но суды их постепенно отменяют. Отмена гражданства по рождению. Указы о закрытии программ Дональд Трамп подписал, привлек миллиардера Маска, но даже цифры от подчиненных Трампа не показывают обещанные 2 триллиона экономии. 160 миллиардов, например, пишет структура Маска, Доуж. Журналисты неоднократно отмечали ошибки в ее подсчетах, с ними, между прочим, соглашался и сам Илон Маск. Какие-то вещи, которые я заявляю, будут неправильными, и их нужно поправлять. Мы будем ошибаться, но мы быстро все исправим. И в 160 миллиардов экономий не входят расходы на саму структуру, которая ищет, где можно сэкономить деньги. Но мы вернемся к миру во всем мире. С политологом Антоном Барбашиным мы поговорим о роли Дональда Трампа в приближении мира между Россией и Украиной. Антон, здравствуйте. Этот вопрос, помог ли Трамп, приблизил ли он мир, мы задавали в сообществе YouTube-канала «Радио Свобода». И большинство зрителей отвечает, что за первые 100 дней Дональд Трамп не успел приблизить мир. Но второй по популярности ответ, что он, возможно, даже отдалил мир. А вы как оцениваете? Мы можем точно сказать, что с точки зрения дипломатических усилий пока совершенно нет никакого прогресса, и на текущий момент выглядит, что Соединенные Штаты в ближайшее время выйдут из процесса, переложат всю ответственность на Европейский Союз, скажут, что стороны недоговороспособны, и, в общем, постараются максимально отдалиться от этого процесса, тем самым спасти Трампа, которого в любом случае назовут человеком, который сделал все хорошее, все возможное. Но остается несколько моментов крайне важных. В первую очередь связанных с тем, будут ли Соединенные Штаты продолжать поставки вооружения в Украину, будут ли они согласны поставлять эти комплексы вооружения, снаряды, ну, в общем, все возможное, что они поставляли за счет денег Европейского Союза. Если этого не будет, если Соединенные Штаты откажутся полностью какую-либо помощь предоставлять Украине, тогда... Ну, наверное, окончание войны будет в каком-то смысле приближено со сценарием, который как бы не совсем хороший или, прямо скажем, негативный для Украины. В предвыборной программе Дональд Трамп называл себя президентом-миротворцем. А вписывается ли в программу миротворца тарифная война? Ну, я думаю, в понимании Трампа он и его команды эти вопросы разделены совсем. То есть то, что происходит с точки зрения войны в Европе, для него это на самом деле даже не первая проблема по важности. Она происходит где-то далеко. Он многократно говорит, что это не война Соединенных Штатов, это война Байдена, предыдущих администраций. Обама виноват за Крым. А тарифная война, в его понимании, это, ну, в общем, вещь непосредственно связанная с
Соединенными Штатами и вроде как инструмент по достижению более справедливых сделок. Но это вопрос дефиниций. Мне кажется, первые 100 дней Трампа уже объективно показывают, что и дальше конфликтная составляющая в его президентстве будет только повышаться. А экономические конфликты не подталкивают мир к еще более серьезному противостоянию? Серьезное противостояние у нас уже наблюдается. Все эти тарифные вещи, они в любом случае будут сильно влиять и на экономический рост, и на, возможно, рост, так скажем, более смешанных видов конфликтов по ряду направлений. Я бы сказал, что это не должно, то есть не обязано привести непосредственно к столкновению военному там, Соединенных Штатов с Китаем или еще в какой-то конфигурации, но в целом представление о том, что существуют международные договоры, существует некая система принятия решений и разрешения конфликтов, которая более или менее гарантировала некую стабильность мировой системы предыдущие 30 лет с конца 80-х, начала 90-х. Я думаю, с этим можно уже откровенно попрощаться. То есть сейчас мы будем наблюдать выработку все-таки новых каких-то конфигураций принятия решений. И в любом случае любое изменение системы и безопасности, и принятия решений на международном уровне, они по определению связаны с нарастанием конфликтов. Но, опять же, это совершенно не обязательно, что это должно перерастать в открытое противостояние с использованием боевых элементов. В таком случае, что сейчас с международным влиянием США? В своей внутренней экономической политике Дональд Трамп и его советники говорят об экономии бюджетных средств. Но мы видели, как в начале этого года это сказалось на прекращении финансирования многих внешнеполитических американских программ. Как вы оцениваете влияние Трампа на мягкую силу США и вообще влияние США на мир? Ну, тут, наверное, пару, как минимум, вопросов. То есть то, что связано с сокращением финансирования разных программ, которые связаны с продвижением демократии, продвижением, так скажем, широкого спектра демократических институтов, в том числе свободы слова, свободы самовыражения. Все это влияет, безусловно, крайне негативно на сами Соединенные Штаты, потому что мы уже видим, что везде, где Соединенные Штаты и другие, кстати, европейские страны тоже, в смысле страны Запада тоже, так скажем, уходят, мы видим, приходит Китай, буквально покупая в отдельных случаях частоты, на которых вещали каналы, которые спонсировались так или иначе с помощью Соединенных Штатов. Мы уже видим увеличение финансирования на российскую пропаганду, то есть везде, где будут страны Запада чуть-чуть отступать, будут наступать совершенно другие авторитарные страны с другой повесткой, где, ну и опять же, и сама логика финансирования подобных программ совершенно другая, она более прямолинейная, направленная на пропаганду и не создание, безусловно, какой-то там системы координат, в которой существуют независимые с точки зрения редакционной политики издания. Пока сложно точно прогнозировать, как это будет выглядеть в долгосрочной перспективе, потому что у нас есть всего 100 дней. И в Соединенных Штатах мы видим и противостояние с участием Конгресса, и суды вмешиваются. То есть пока все еще идет какая-то борьба, и не исключено, что, скажем, к середине президентства Трампа, когда сменится большая часть Конгресса, и мы, скорее всего, увидим там очень такую сильную волну демократов, может быть, какие-то решения заставят его пересмотреть, может быть, Конгресс возьмет на себя больше обязательств, и не все будет так однозначно, как оно выглядит сейчас. Но пока, конечно, это выглядит все как такое отползание Соединенных Штатов абсолютно из всей повестки и просто концентрирование на экономической составляющей. Но даже это, как мы видим сейчас, пока выглядит довольно плохо для президентства Трампа. Банально американские граждане будут сейчас значительно за все переплачивать, поэтому в каком смысле он просто увеличил налоги на своих граждан для пополнения некоторых отдельных статей бюджета, но однозначно сказать, что он каким-то образом сможет поддерживать экономический рост, который тоже, судя по всему, идет на спад, сложно. Но можно ли сказать, что никакие из его решений не привели к последствиям, которые невозможно исправить? Хороший вопрос. Опять же, у нас есть всего 100 дней. Как мы видим, решения, которые озвучиваются Трампом, не обязательно принимаются сразу или тут же начинают пересматриваться, замораживаться, откатывать назад. Я думаю, то, что однозначно случилось, это потеря доверия
к Соединенным Штатам. Опять же, тоже, которая началась не при новом сроке Трампа, не с 25 года, но сейчас все значительным образом ускорилось. Мы видим, как Трамп влияет даже на ближайшую повестку в Северной Америке. В Канаде сменилось правительство, и тема Соединенных Штатов и Трампа, и противостояние Трампу было там довольно большой повесткой. Поэтому я думаю, роль Соединенных Штатов, авторитет и отношения с ключевыми союзниками, в первую очередь, вот это здесь пострадает в большей степени. Спасибо, Антон. Политолог Антон Барбашин подводил итоги первых 100 дней Дональда Трампа на втором сроке и о его влиянии на мир в Европе. О еще одном направлении миротворчества Дональда Трампа мы поговорим после нашего сюжета. Во время предвыборной президентской кампании 2024 года Дональд Трамп многократно повторял, что в случае победы моментально остановят войны, включая войну в Газе. За день до инаугурации нового президента США в Газе началось прекращение огня, который Трамп немедленно записал в свои заслуги. Но переговоры о нем велись не только представителями администрации Трампа, но и представителями администрации Байдена, так что вопрос о главенствующих заслугах так и остался спорным. Во время периода прекращения огня проходили обмены заложниками, заключенными и телами погибших, а Трамп выступил с инициативой, которая, по его мнению, положила бы конец войне. Он предложил расселить жителей Газы по соседним арабским государствам, взять территорию под контроль США и превратить ее в ривьеру и райский сад. США возьмут под контроль сектор Газа, будут там работать, владеть этой территорией, займутся разминированием всех не разорвавшихся бомб и другим оставшимся оружием. Сравняют с землей руины, полуразрушенные дома, начнут новое строительство и экономическое развитие, которое приведет к появлению огромного числа рабочих мест и жилья для людей. Вы говорите сейчас о том, чтобы США взяли контроль над суверенной территорией? Какая власть позволит вам это сделать? Вы говорите о постоянной оккупации этой территории? Полном ее переделе? Я вижу это как долгосрочное владение и вижу, как это может принести существенную стабильность этой части Ближнего Востока, а возможно и всему Ближнему Востоку. И все, с кем я обсуждал раньше эту идею, все, с кем я говорил, в восторге от этой идеи владения этой части земли Америкой, строительства и создания таким образом тысяч рабочих мест. По этому поводу в сети даже появился шуточный ролик, сделанный при помощи искусственного интеллекта, визуализирующий амбициозный план, который сам Трамп опубликовал у себя на странице. Бизнес-центр Трамп Газа, кадры невероятного богатства края и золотая статуя президента США в наличии. Однако же эта идея, мягко говоря, не вызвала восторга ни у арабских государств, ни у европейских, ни у населения Газы. Также в этот период США вышли из Совета ООН по правам человека, а вскоре за ними последовал и Израиль. Несмотря на временное прекращение огня, конфликт продолжается и сейчас. Перемирие закончилось 18 марта, когда Израиль нанес удар по Газе. При этом Дональд Трамп неоднократно угрожал признанной террористической в США и Евросоюзе группировке Хамас адом на земле. Это решение Израиля, но, насколько мне известно, если всех заложников не вернут до 12 часов субботы, это, как мне кажется, подходящее время, я бы сказал так: заканчивайте перемирие, все ставки сделаны, и пусть разразится ад. У Хамаса в Газе остаются 59 израильских заложников, причем до конца неизвестно, кто из них до сих пор жив, а кто нет. Американские эксперты говорят, поначалу действительно казалось, что у администрации Трампа есть шансы достичь успеха, обратить временное прекращение огня в постоянное. Но потом президент США словно бы потерял интерес к переговорам. Сейчас основную работу в этом направлении делают представители Египта и Катара. Мне бы хотелось увидеть, как война закончится, и я думаю, в какой-то момент, в будущем, она действительно закончится, но это довольно долгий процесс. О роли Трампа для мира на Ближнем Востоке мы поговорим с политологом и бывшим дипломатом Михаилом Пелевертом. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Перед тем, как военные действия в Газе возобновились, мы видели призывы Дональда Трампа и к местным жителям, и к боевикам Хамаса, чтобы те освободили израильских заложников. Как вы думаете, почему они
не послушали президента США? Ну, потому что в корне с приходом Трампа к власти ничего не изменилось, как минимум с точки зрения Хамас. Это все еще фундаменталистская, религиозная, крайне фанатичная организация, которая считает, что да, уничтожение Израиля ставит своей главной целью. Поэтому сложить оружие, самоликвидироваться, разоружиться, добровольно покинуть сектор Газа — это самоубийство, на которое хамасовцы, да, самоубийство прежде всего в идеологическом смысле этого слова, на которое они идти не готовы. Президент Трамп может, вне сомнения, записать в свой актив, свои достижения освобождения нескольких израильских заложников, которые, вне сомнения, да, выжили, вернулись к своим семьям благодаря желанию Трампа доказать, что уже в первые дни своего президентства вот есть результаты налицо, но ближневосточный конфликт оказался крепким орешком, чтобы Трамп, даже Трамп, да, с его точки зрения, за первые 100 дней смог бы чего-либо добиться. Обращу также внимание, что его обещание быстро очень найти место, где жители сектора Газа могли бы начать нормальную человеческую жизнь, также оказались гораздо более сложными для выполнения, чем для обещания. Мы также видели в первые 100 дней Дональда Трампа сообщение о каких-то гигантских инвестициях. 600 миллионов долларов Саудовская Аравия хочет инвестировать в Америку. Америка тоже ведет бизнес в арабских странах, ведет бизнес в Израиле. Приближает ли бизнес мир на Ближнем Востоке? Вы знаете, сами по себе деньги проблему не решили. За последние 20 лет в сектор Газа было инвестировано практически 30 миллиардов долларов. И, как мы видим, они пошли на террористическую инфраструктуру, а не на создание успешного, да, финансово и политически общества или квазигосударства. То есть я даже когда-то подсчитывал, что деньги, которые напрямую были получены палестинскими организациями, палестинской администрацией и организацией Хамас в пересчете на душу населения, это больше, чем план Маршалла в послевоенной Европе. Поэтому в конечном итоге самое важное — это не количество денег, а вопрос, на что их тратят. Вне сомнения, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты — это страны, которые хотели бы, чтобы их инвестиции, готовы инвестировать, и хотели бы, чтобы их инвестиции пошли на переустройство Ближнего Востока. Это переустройство связано и с абсолютно, мне кажется, понятным расколом внутри самого исламского мусульманского общества. Это шииты и радикальное представление ислама против суннитского умеренного представления. Да, это ось Саудовская Аравия против, скажем так, Ирана. Но при этом добрая воля и большое количество денег — этого недостаточно. И здесь, несомненно, нужна достаточно какая-то альтернативная, прежде всего, палестинская власть, палестинская элита, leadership, да, палестинские лидеры, которые были бы готовы строить, да, мечту о палестинской независимости на каких-то новых основаниях, не на ненависти к евреям, не на ненависти к Западу, к Соединенным Штатам, а на каком-то конструктивном идеологическом основании. Ну, то есть мы видим, что проблема действительно не решается за 100 дней, может быть, она не решается и за 200, и даже за срок нескольких президентов. Но на украинском фронте от Дональда Трампа сейчас звучат от его команды заявления, что если не получится, мы отсюда выйдем. Есть ли сигналы, что Дональд Трамп при том, если вдруг история с Ближним Востоком не будет быстро решаться, уйдет и оттуда? Вы знаете, Дональд Трамп — это не только президент Соединенных Штатов, это политик, который, быть может, хочет не только удержаться успешно и быть успешным президентом, но и остаться на еще очередной срок. В онлайн-магазине Трампа уже предлагают футболки и кепки с надписью «Трамп 2028». То есть Трамп — это президент, политик, это бизнесмен, это человек, вокруг которого огромные клубки интересов. Это человек, который очень хочет получить Нобелевскую премию.
И поэтому большой вопрос, где именно, да, как он будет выстраивать приоритеты, да. То есть пока что он идет таким широким фронтом, он пытается понять, да, на каком из этих направлений будет наименьшее сопротивление, быть может, да, на более позднем этапе он решит сконцентрировать свои усилия на, быть может, Украине, на Ближнем Востоке, быть может, на абсолютно новом сейчас, неизвестном для нас направлении. То есть пока что все-таки ощущение, что он идет на ощупь. Это в политическом смысле Трамп — это серфер, это человек, который хочет поймать волну, удержаться на волне, но вряд ли смотрит на проблему глубоко. Да? Во всяком случае, если смотреть, слушать его высказывания, он в политическом смысле профан практически во всем. Он, мне кажется, слабо понимает происходящее в Украине, происходящее на Ближнем Востоке, тектонические сдвиги в Европе. И даже, видимо, в экономике он не так сведущ, как многие считают. Спасибо, Михаил. Политолог Михаил Пелеверт рассказывал о роли Дональда Трампа для мира на Ближнем Востоке. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением, оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.